Добрый день! Сегодня рассматриваем теорию KNX, использование локального интерфейса USB для программирования, как задается его адрес физический и почему это важно для правильной работы, для правильного программирования системы KNX. Все рассуждения, которые приводятся в данном клипе, также применимы и к интерфейсам IP, если вы их используете для программирования. Итак, локальный интерфейс USB. Как мы задаем его адрес физический и почему адрес его задавать необходимо обязательно. Имеем вот такую схему, такую инсталляцию. Есть у нас одна область, где на одной линии находится локальный интерфейс, то есть интерфейс для программирования, некоторое количество устройств, линейный соединитель этой линии, далее главная линия области, линейный соединитель другой линии и устройство на этой другой линии. То есть достаточно большая топология, которая нам необходима для понимания именно тех нюансов, о которых хотелось бы сегодня рассказать. Первое, что хотелось бы сказать, на что не обращает внимания, важен порядок программирования физических адресов устройств, когда вы имеете все устройства, скажем так, из коробки, с поставкой с завода, когда все устройства имеют адреса по умолчанию 15.15.255. Первое, что нужно сделать, это записать адрес физический или индивидуальный адрес устройства, через которое мы подключаемся к шине KNX, это USB либо IP интерфейс. Далее, если мы имеем инсталляцию с линейными соединителями, такую, которая была показана на слайдах раньше, мы обязательно вторым пунктом по порядку пишем адрес линейного соединителя, адреса всех линейных соединителей, и дальше мы уже можем писать физические адреса устройств, которые есть у нас в инсталляции. Итак, локальный интерфейс. Значит, адрес нового интерфейса из коробки всегда 15.15.255. И важно, что адрес после того, как мы его запрограммируем, должен соответствовать линии, на которой он установлен. Как это делается? Здесь ничего сложного нет. Открываем ETS, открываем в меню «Системная шина» интерфейсы, и программа сразу обнаружит интерфейс, который подключен. Драйвера и спецификации всех интерфейсов, которые сертифицированы, находится сразу при инсталляции ETS, ничего добавлять не нужно. И мы видим, что адрес, здесь написано отдельный адрес, это не точности перевода, это локальный адрес нашего устройства, адрес физически этого устройства, в данном случае USB интерфейс фирмы Zenio 15.15.255. Можем сделать проверку, насколько он у нас живой, все в порядке. И дальше мы его выбираем для работы. После того, как мы его выбрали, мы должны изменить адрес его на тот адрес, который он должен иметь на линии, на которой он на данный момент установлен. Если у нас линия, с которой мы работаем, 1.1, значит, соответственно, мы здесь пишем 1.1, пишем 255. Здесь, в принципе, может быть любое число от единицы до 255. И, внимание, значит, когда мы нажимаем на кнопочку «Адрес свободен», ETS проверяет, нет ли устройства в шине с таким адресом и говорит, что адрес не используется. И вот как раз сейчас уже произошла запись адреса индивидуального в наш интерфейс. То есть запись происходит в данном случае несколько неочевидно, гораздо менее понятно, чем это было раньше в ETS в предыдущих версиях. Ну, опять же, сделаем тест. Собственно говоря, все. Значит, мы проверили, интерфейс работает, и возвращаемся к нашей презентации. Значит, то есть сейчас мы сделали, что интерфейс находится на линии 1.1 и адрес его 1.1.255. Теперь немного теории. KNX использует при работе два типа Telegram. Первый вид Telegram, тот, который всем понятен, всем известен, это так называемые рабочие телеграммы. Это групповая адресация широковещательная, когда мы обращаемся
с телеграммой что-то сделать, включить, выключить, изменить температуру, поднять шторы и так далее по шине. То есть это так называемая логическая телеграмма, которая выполняется всеми устройствами, которые имеют в своей таблице адресов, во внутренней таблице адресов, адрес 1.1.15. Это ширококачательная телеграмма. И другой тип телеграмм, который находится где-то за пределами обычной работы, это так называемые системные телеграммы. Системные телеграммы – это телеграммы, которые ходят по шине в режиме программирования, диагностики и так далее. Значит, эти телеграммы, в отличие от телеграмм рабочих, используют точечную адресацию. То есть одно устройство обращается к конкретному устройству. Поэтому они еще называются по-другому телеграммы физические. Например, адрес назначения в телеграмме записи чего-то в конкретное устройство будет 1.1.1. То есть в телеграмме будет адрес источника и адрес назначения. Еще раз говорю, что адрес назначения мы обращаемся к конкретному устройству. Наш пример. Значит, в нашем примере теперь, кроме USB интерфейса, еще есть очень важное системообразующее устройство. Это линейный соединитель. Собственно говоря, все проблемы, которые у вас могут возникнуть, связаны с линейными соединителями. Линейный соединитель имеет в своей программе возможность фильтровать телеграммы. Причем в программе всегда отдельно указывается, какие телеграммы он может фильтровать. Причем стандартно, классически, по умолчанию он фильтрует телеграммы и логические, и телеграммы физические. То есть логические — это широковещательные телеграммы, те, которые мы используем, которые система использует для, собственно говоря, работы системы. И телеграммы физические, еще раз повторяю, это телеграммы, чаще всего это телеграммы программирования. О телеграммах логических и о функциях фильтрации этих телеграмм говорится на основном курсе KNX, о телеграммах физических говорится как-то меньше, и вот здесь возникают определенные нюансы. Итак, имеем инсталляцию уже с записанными адресами, как я говорил. Значит, у нас USB интерфейс, адрес имеет 1.1.255, линейный соединитель этой линии 1.1.0, этой линии 1.2.0, есть устройство 1.1.1 устройство на этой линии и 1.2.1 устройство на второй линии. Как линейный соединитель фильтрует телеграммы физически? Он пропускает телеграммы с линии вверх, то есть с нашей линии, допустим, с линии 1.1 на главную линию, если адрес устройства, которое мы будем программировать, не принадлежит нашей линии. То есть выпускает вверх телеграммы, которые предназначены для чужих устройств. Далее, он же телеграммы с главной линии вниз, то есть на линию, пропускает, если адрес назначения в этой телеграмме принадлежит нашей линии. На диаграмме показана блок-схема работы линейного соединителя в случае, когда он через себя пропускает телеграммы, адресуемые физически, то есть телеграммы программирования конкретных устройств, телеграммы, которые в адресе назначения имеют адрес физический определенного конкретного устройства. Обозначение: А – область, Б – линия, С – устройство. Линейный соединитель для первой линии первой области имеет адрес 1.1.0. USB, так как мы его уже программировали, я показывал, имеет адрес первая область, первая линия устройства 255. И два случая. Первые телеграммы будут программировать устройство с адресом 1.1.1, то есть это устройство нашей линии, то есть нашей в том смысле, что линия, на которой находится наш USB интерфейс. И второй случай, когда мы будем программировать устройство на другой линии, устройство с адресом 1.2.1. Итак, телеграмма для устройства 1.1.1. Телеграмма от этого устройства этому устройству. Значит, А равно единице, B равно единице, то есть А это вот здесь, B это вот здесь. Дальше C в нашей телеграмме единица. Значит, поскольку больше нуля, телеграмма проходит по этой ветви,
И эта телеграмма игнорируется вообще. То есть линейный соединитель, увидев телеграммы, которые предназначены для программирования устройств его линии, просто их игнорирует и не пропускает никуда. Они остаются на нашей линии. Дальше. Теперь мы программируем устройство, которое находится на другой линии. От этого же USB телеграммы уходят на устройство 1.2.1. Должны идти на устройство 1.2.1. Итак, телеграмма приходит в линейный соединитель. Первая цифра, область наша, да. Вторая цифра, вот здесь линейный соединитель имеет адрес 1.1, а в телеграмме адресное значение 1.2. Значит, вторая цифра не равна нашему реальному числу. И эта телеграмма по вот этой ветви логической передается в итоге обработки программой на главную линию. Что происходит на главной линии? На главной линии, значит, телеграмма поступает на несколько линейных соединителей, допустим, их там много, максимум может быть 15 на одной области. И дальше она обрабатывается линейным соединителем для линии 1.2.0 вот таким вот образом. Значит, здесь единица, да, дальше b равно двойке, то есть эта двойка совпадает с этой двойкой. Соответственно, эта телеграмма сюда проходит. c у нас равно единице. Соответственно, телеграмма попадает на нашу линию, что и требовалось доказать. И дальше она поступает на устройство 1.2.1, которое успешно программируется. Причем обратите внимание, что всегда идет процесс не только обращения в одну сторону, но и устройства программируемые вот в этом процессе также отвечают своими телеграммами. То есть есть еще телеграммы от устройства 1.2.1, допустим, на 1.1.255, которые уже идут по той же схеме обратно с линии на главную линию и потом через линейный соединитель 1.1.0 на линию 1. Рассмотрим всю эту работу еще один раз уже на топологии. Возможно, будет такой вариант более понятен. Итак, имеем USB интерфейс с записанным правильным адресом, то есть с адресом, который соответствует линии, на которой он установлен, 1.1.255. И как он будет программировать устройство, как будут ходить телеграммы при программировании устройства 1.2.1. Итак, телеграмма от устройства 1.1.255 с адресом назначения 1.2.1 пропускается линейным соединителем, поскольку она не нужна на этой линии, она принадлежит кому-то, но не этой линии. Дальше поступает на главную линию. Естественно, она проверяется всеми линейными соединителями, которые находятся на этой линии, и ее пропускает на свою линию только линейный соединитель, который имеет адрес 1.2.0. И в итоге эта телеграмма приходит на устройство 1.2.1. Далее, важно, что в процессе программирования устройство 1.2.1 всегда отвечает телеграммами различными устройству 1.1.255. То есть процесс идет двусторонний. Все время идет обмен точка-точка 1.1.255, 1.2.1 и обратно 1.2.1, 1.1.255 для того, чтобы USB интерфейс видел, что идет процесс программирования правильно. Итак, мы имеем телеграмму от устройства 1.2.1 для 1.1.255. Соединитель 1.2.0 эту телеграмму пропускает, поскольку она не его линия, и эту телеграмму пропускает на свою линию устройство 1.1.0. В итоге эта телеграмма поступает на 1.1.255. Идет процесс обмена телеграммами от 1.1.255 на 1.2.1 и обратно от 1.2.1 на 1.1.255. И ситуация, когда мы взяли интерфейс, поставили и не стали программировать, записывать его адрес. Он так и остался с адресом 15.15.255. Каким образом будут ходить телеграммы и что здесь произойдет? Значит, это устройство посылает телеграмму для устройства 1.2.1. Естественно, она выходит на главную линию, поскольку она принадлежит не нашей линии, 1.1.0 пропускает эту телеграмму.
Дальше телеграмма, поскольку имеет назначение адрес 1.2.1, пропускается линейным соединителем и приходит на устройство 1.2.1. Далее устройство 1.2.1 должно сказать 15.15.255 устройству, что устройство, от которого оно получило эту телеграмму, что все в порядке, я увидел твою телеграмму, работаем дальше. Телеграмма с назначением 15.15.255 выходит через данный линейный соединитель, поступает на эту область, на главную линию этой области, и дальше она этим линейным соединителем не пропускается. Не пропускается почему? Потому что адрес назначения в телеграмме написан 15.15.255. Это не наша линия. В итоге USB интерфейс не видит эту телеграмму, и процесс программирования прерывается с ошибкой. Программировать устройство мы не можем. Иногда инсталляторы, которые любят экспериментировать, но не любят читать теорию, путем экспериментальным делают вот таким образом. Они ставят линейный соединитель, не меняя его адрес, для программирования на ту линию, которую они собираются программировать. Естественно, в этом случае все будет работать. Но в этом случае необходимо будет линейный соединитель этот все время переносить на ту линию, которую необходимо программировать. Что, естественно, совершенно неинтересно и в корне неправильно. В ETS, KNX устройство для программирования, для того, чтобы мы не таскали его по всей инсталляции, должно всего-навсего в самом начале быть запрограммированным, получить адрес линии, на которой оно стоит, и без каких-либо проблем с этого устройства вы можете программировать любое устройство в любой области, на любой линии, то есть в любом месте нашего проекта. Итак, мы рассмотрели вопрос, зачем программировать, почему нужно программировать обязательно и как это делать адрес физически локального интерфейса USB. Все эти рассуждения, еще раз повторю, абсолютно применимы точно так же и к интерфейсу IP. Обо всем этом и многом ином, что касается KNX, вы можете узнать на нашем сайте, можете подписаться на наш канал в YouTube, а также можете посетить нашу школу. Единственная школа KNX в Украине, которая проводит обучение по основному курсу KNX с выдачей официального международного сертификата. Пишите, звоните, приезжайте. Всегда будем рады. Ты заходи, если что.